Всем привет! Вы на канале по раскрытию секретов скульптурной живописи. Очередной наш раскрытый секрет – это создание цветочка сирени. Вот так вот он интересно смотрится. Здесь также сделано в упрощенной технике бабочка. Все покажу, все расскажу. Давайте переходить к просмотру видео. Это панно у меня с широкими бортами, поэтому здесь я могу придумать какие-то узоры. Вот на этот раз я решила попробовать на бортик нанести трафарет. Получается очень интересно. Трафареты мы можем использовать как разные, так и одинаковые. То есть, вот, например, далее можно использовать уже другой орнамент. Штукатурка та же самая, ривьера. Это можно сделать и шпатлевкой, но лучше все-таки сделать это штукатуркой, потому что шпатлевка не будет так вот держать форму трафарета. Она немножечко растечется после того, как вы снимете трафарет. Поэтому лучше все-таки это тоже делать ривьерой. Далее опять я могу использовать такой же трафарет, как у меня был в предыдущем рисуночке. Вот такой интересный получается бортик. Еще его нужно как-нибудь интересненько покрасить, и будет прям супер украшение. Центральную часть панно я оформила просто штукатуркой. Вот пока оставляю это все просохнуть хорошенько, и дальше будем окрашивать. Все теперь я буду покрывать белой краской, а потом буду выделять чтобы более объемно смотрелся вот мой орнамент. Прежде чем окрашивать, я прошлась по верху орнамента наждачной бумагой, чтобы какие-то такие явные неровности убрать. И все, я развела очень жидко краску, черную акриловую и зеленую вместе. Получился у меня такой вот темно-темно-зеленый, мягкой тканью. Я смачиваю эту ткань в разведенной краске и вот такими вот втирающими движениями провожу сверху по орнаменту. Тут же другой стороной ткани, сухой, я сверху излишки убираю. Так все полностью, всю рамочку. Как только подсыхает, я прохожусь еще. Так слоя 2-3. Мне хочется, чтобы здесь был вот этот нижний слой потемнее, так вот такими вот втирающими движениями. Потом немножечко подожду, когда это подсохнет, и влажной уже тканью по верхам беру лишнюю краску. Теперь у меня это уже немножечко подсохло, я возьму влажную салфетку, как обычно, и по наиболее выпуклым местам уберу лишнюю краску. Если при помощи влажной салфетки или влажной ткани краска убирается плохо, то тогда, она вот уже прям сильно подсохла, то тогда можно использовать ткань, смоченную спиртом. Спирт будет хорошо убирать ненужную вам краску. Ну, так все панно. Смесью, которой мы делаем орнамент, я окрасила ее в такой тоже зеленый цвет. Вот так вот аккуратненько наносим своего рода такой вот бордюрчик объемный. Это украсит нашу работу, и при этом мы здесь не используем ни молды, ни древесную пульпу. Вот такую косичку оформляем по всему панно внутренней стороне. Белая акриловая краска. У меня вот такая художественная. Можно взять и строительную, если она у вас укрывистая. Сухая кисть. Именно сухая кисть, вообще ничем не смачиваем. Вот так вот обмакиваем в краски, убираем излишки. И по нашей работе в разные стороны вот такими размашистыми движениями, таким образом мы выделяем еще больше наш вот этот вот объемный декор. Также это можно сделать и по тому декору, который мы сделали внутри. Вот здесь достаточно много. Вот
Декор панно уже я закончила, то есть вот этого достаточно. Такой декор, конечно, очень простенький, но это я показываю для того, чтобы вот когда у вас еще самый минимальный набор материалов, то есть тот же, вам понадобится только штукатурка, акриловые краски, трафарет можно, например, приобрести в любом магазине строительном, либо художественном, либо в Леруа, ну то есть это доступные материалы. Вот такой декор у нас получился панно, оно уже высохло, и делать мы с вами будем на нем сирень. Здесь, как и в геране, в гортензии, здесь, как и в гортензии, необходимо соблюсти вот этот переход цветов, да, и чем больше вы возьмете в работу оттенков фиолетового, сиреневого, синего, тем интереснее у вас получится. Схематично я нанесла примерно, как вот эти веточки располагаются, да, я нанесла себе их, даже как сделаем небольшую вот такую бабочку, она будет такая технически простая, у меня есть мастер-класс по бабочке, там бабочка довольно-таки сложная в исполнении, это же мы сделаем очень простенько, но тоже будет интересно смотреться. Так, для начала я сделаю вот этот вот листочек, который у меня получается, вот этот листочки, который у меня за стебельком. Тут ничего сложного не будет, просто-напросто мы на одну и на вторую сторону мастихина набираем вот так штукатурку, счищая ее с разных концов. И у нас получается вот такая вот горочка. Эту горочку мы просто-напросто спускаем в том месте, где у нас будет листочек. Вот так поправляем. Сверху я нанесу еще один листочек, но его я уже сделаю при помощи мастихинчика на палитре. Возьму немного другой оттеночек. Два смешаем. Здесь я набираю сначала на одну сторону мастихина. Снимаю, убираю вот это вот лишнее, как бы полукругом делаю листочек и набираю на вторую сторону мастихина. Снимаю, опять делаю полукругом, чистым мастихином соединяю это. Можно это оставить на палитре. Заглаживаю. Мне нужно постараться сделать полукруглым вот эту вот часть листочка. Убираю для этого все лишнее. Делаю обязательно прожилочки. И вот этот листочек снимаю с палитры и укладываю его поверх этого листка. Штукатуркой, которой мы делаем орнамент, либо тонкие стебелечки, я нанесу схематично свой цветок. Стебель мне здесь необходимо сделать потолще. Для этого я пройдусь 2 раза. Для начала достаточно, потом можно будет посмотреть, где еще добавить веточек. Нужно это где-то еще, либо нет. Пока у меня подсохли мои веточки, еще не до конца, но уже можно приступить к следующему этапу. Теперь я схематично нанесу свою сирень, то есть нижние ярусы. Для этого можно использовать либо мастихин рыбка, либо любой мастихин и набирать только на кончик. Ну, возьмем рыбку, например.
набираем на кончик, определяемся, что вот у меня здесь будет основная шапочка, да? И по краям различными цветами, от бледно-сиреневого до темно-сиреневого, также синий используя, я нанесу очертания своей сирени. С двух сторон отщипывая, просто переношу это на палитру. Меняю цвета. И так обозначаю весь свой букетик. Границы букета. Таким образом схематично обозначили границы нашего букета. Теперь на самую выпуклую часть этой кисточки мы наносим подложку, как мы это делали на гортензию. Только наносим мы ее разного цвета. Из приготовленных, да, цветов, которые мы будем использовать в серии. Ну а теперь уже приступим непосредственно к формированию. С укладки бутончиков. Я хочу немножечко выйти за границу вот этого панно, то есть на рамочку, да, как я делала гортензию. Бутоны мы делаем следующим образом сейчас. Тут все очень просто. Просто набираем от какой-либо горки, вот так вот набираем. То есть у нас получается вот такой вот ребристый лепесток. Этот лепесток вот так вот прям уже можно спускать и укладывать вот такие бутончики. Мы делаем тоже разноцветные. Постараемся поиграть как можно больше с цветами, потому что не совсем разноцветные, соответственно, они у нас в тонах сирени. Добавлять можно и зеленого сюда. Теперь я к этим бутонам добавлю большие веточки. Еще уложу бутоны. Теперь сделаем уже побольше размерчиком. Тут уже постепенно можно начинать выкладывать цветы.
Как мы будем делать цветы? Здесь тоже все очень-очень просто. Мы берем мастихин, я беру рыбку. Рыбка бывает у нас двух видов, ну, по крайней мере, у меня вот два вида здесь. С вот таким вот кругленьким кончиком, да, и с более заостренным кончиком. И тем кончиком все это получится. То есть мы просто набираем на кончик на одну сторону, на другую сторону, и вот так вот снимаем. Убираем лишнее, и у нас получается вот такой лепесток. Точно так же получается и этим мастихином. Затем эти лепестки мы снимаем и укладываем в нужном нам месте. Кисточкой можно помогать себе, чтобы их закреплять. Вот такой раскрывающийся цветочек у нас получился. Сюда еще можно добавить серединку. Вернее, даже не то, что можно, нужно будет добавить серединку. Еще раз по лепесткам. Набираем мы их очень просто. На мастихин рыбка. Сначала с одной стороны, потом с другой стороны. Счищаем. Стараемся, чтобы у нас получился вот такой вот большой горбик. Теперь просто снимаем на палитру. И убираем лишнее. Таким вот образом. Получается у нас вот такой лепесток. Таких лепестков вы можете сделать сразу несколько штук, чтобы потом уложить их. Можно сразу набирать лепестки и укладывать. Так же, как и в гортензии, мы сначала укладываем нашу внешнюю сторону. То есть начинаем выкладку лепесточков снизу. Здесь можно делать такие неполноценные цветы, по 2, по 3 буквально лепесточка. Постепенно к центру мы будем увеличивать количество лепестков. 4, максимум 5 лепестков. Вот таким образом, не забывая в промежутках кое-где формировать бутончики, оформляем всю внешнюю сторону. Я уже закрыла низ лепесточками сирени. Вот так они у меня выглядят. И теперь я доформировываю серединку. Здесь мне нужно сделать лепесточки немножечко побольше. И делаю я их следующим образом. Лично мне так удобнее, возможно, вам будет тоже. На палитре я формирую листочки. С двух сторон набираю вот такую вот довольно-таки большую горочку. И спускаю эти лепесточки. И сразу заготавливаю несколько штук. Убираю лишнее по краям. У меня получается вот такой лепесток. Делаю определенное количество лепестков. Можно добавлять и смешивать сразу разные цвета. Теперь формирую и укладываю эти лепесточки на сирень, на мою веточку сирени. То есть мне так удобнее, чтобы мои заготовочки немножечко подсохли, чтобы потом их укладывать. Теперь готовую заготовочку я беру, слегка мастихином доформировываю. И затем укладываю в нужное мне место. Кисточкой обязательно фиксирую. Таким образом я укладываю сразу несколько лепестков.
с этой стороны тоже начинаю укладывать. В серединку цветочка я сделаю беленькую серединочку. Для этого я возьму немного белой штукатурки, отщепну от нее вот такой небольшой кусочек и при помощи кисти уложу эту серединочку в центр. Вот таким образом формирую оставшуюся часть моего цветочка. У меня уже сирень полностью. Ну, где-то можно будет еще подкрасить слегка листики или стебелечки. Но на этом уже все с самими цветочками. Теперь я хочу сделать вот в этой области такую небольшую схематичную бабочку. Ее делать очень легко. Сделаю я ее из белой штукатурки. Потом, когда она подсохнет, я ее подкрашу. Так, белая штукатурка. Мы набираем. Сначала, как обычно, делаем горочку. Не слишком тонкий и не слишком толстый нужно набрать лепесток. То есть вот мы сделали горочку, и теперь набираем на правую сторону мастихина. Поправляем, чтобы лепесток выходил ровненько. Так будет достаточно. Снимаем это. Теперь смотрим на крыло бабочки и формируем вот таким вот образом. Мы формируем крылышко этой бабочки. Вот такое оно у нас получилось. Так, это крылышко аккуратно снимаем и укладываем в то место, где у нас будет бабочка. Вот эту часть верхнего крылышка мы приподнимаем. Здесь очень удобно формировать это крыло, так как основа у нас белая, такая же из штукатурки, поэтому можно, не боясь, вот так вот убирать все лишнее. Первое крылышко мы сформировали. Теперь формируем нижнее крылышко, нижнюю часть крылышка. Набираем для этого, мы точно так же набрали горочку и набираем на левую часть мастихина. Снимаем. И точно так же отформировываем крылышко. Великовато, нужно убрать часть. Точно так же приподнимаем, придерживаем, чтобы она не касалась у нас. Теперь фиксируем. Поверх этих двух крылышек укладываем еще два. Формируем вот таким же точно образом.
укладываем второе крыло, верхнее, которое ближе к нам. Укладываем его немножечко выше от первого. Поправляем, заглаживаем. Теперь точно так же поверх нижнее, которое формируем на другую сторону мастихина. Закрепляю все это. Теперь формируем небольшое тельце для нашей бабочки. То есть просто вот так выкладываем как бы лепесток, от него отщипываем со всех сторон. Получается вот такая колбаска. Делаем как бы хвостик. Снимаем эту колбаску. И укладываем рядом с крылышком. Кистью и водой я приглажу. Зафиксирую ее. Вот эту верхнюю часть этой колбаски мы вот так отсечем. И сделаем из нее голову бабочки. Катаем шарик. Вкладываем, фиксируем голову. Все, даем бабочке высохнуть немного хотя бы. И приступим к прокрашиванию. Слегка прокрасим крылышки, сделаем их более живописными. И нарисуем ей лапки и усики. Бабочка подсохла. И последнее, что нам осталось сделать в этой работе, это дооформить нашу бабочку. Я сильно не буду ее детально разукрашивать, так как, ну, чтобы не привлекать все внимание на бабочку, чтобы это у нас было больше как бы внимание на саму сирень. Бабочку я буду раскрашивать акварельными красками. Делать это я буду, как обычно, краски, как бы в акварельной технике. Краски развожу очень жидко и начинаю расписывать бабочку.
Так обрисовываем всю бабочку. Мне сейчас просто не очень удобно ее обрисовать с этой стороны, поэтому я это обрисую, покажу. Бабочка готова, сирень готова. И последнее, что мне бы хотелось сделать, это вот слишком такой белый фон, мне он не очень нравится. Я хочу сделать такие, как бы, не знаю, декупажный такой фон с набрызгом. Для того, чтобы мне это сделать аккуратно, я закрою все те части работы, на которые я бы не хотела, чтобы это попало. Для этого мне нужно взять кисточку. Намешать нужные краски. И вот таким вот образом аккуратненько, видимо, краски мало, аккуратненько сделать вот эти вот Сразу можно убрать излишки влажной салфеткой, если попало вот куда-то на рамку. Аккуратно. Я добавлю сюда еще немного прям фиолетового. Ну вот, работа с сиренью и бабочкой закончена. Вот так она смотрится в итоге. В принципе, я довольна. Очень интересная получилась и рамка, и сами цветы, и оформление. Надеюсь, что у вас тоже все получится. В этом году я надеюсь, что это не последний мой мастер-класс. Еще я хотя бы один успею выложить, но это не точно. Поэтому я хочу вас поздравить с наступающим Новым годом. Пожелать, чтобы все плохое, все невзгоды, все горести, все проблемы остались в уходящем году. А в новом году к нам пришли исполнение наших мечт, желаний, чтобы все наши цели были достигнуты, чтобы все удавалось, чтобы все получалось, и мы жили счастливо и были все здоровы. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч!